Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом вкусных пирожков на дрожжевом тесте с соленым творогом. Рецепт очень легкий и простой. 500 мл пахты отправляю в кастрюльку. Добавляю столовую ложку сахара. По вкусу солю. 30 грамм манки. 2 столовые ложки оливкового масла. Пол чайной ложки тмина. Содержимое кастрюльки ставлю на плиту и довожу до теплого состояния. Содержание жира в пахте 1%. Тмин, приправа, это на любителя. Я добавила для того, чтобы подчеркнуть вкус творога. Творог и приправа тмин отлично сочетаются друг с другом. И вот когда масса стала слегка тепленькой, отключаю плиту. Для приготовления теста мне понадобится 2 белка. В белки добавляю щепотку соли и 100 мл воды. Вода охлажденная, кипяченая. С помощью венчика где-то около 1 минуты все это взбиваю. Белки с водой хорошо соединились. Белковая смесь стала слегка пушистой. В глубокую чашу отправляю пахту. Добавляю взбитые белки. 42 грамма сырых дрожжей. Дрожжи растворились, теперь добавляем сюда муку в количестве 700 грамм. Замешиваем тесто. Муку для жарки пирожков я использую под номером 550. Для замеса теста мне понадобится еще 100 грамм муки. 50 грамм муки пойдет на разделывание пирожков. Если вы начинающий пекарь, тогда подсыпайте муку постепенно. Тесто не должно быть забитое, оно должно быть мягкое, слегка липнущее. Во время расстойки клейковина разбухает, и тесто потом совершенно не липнет к рукам. Тесто на пахте с добавлением манки получается пластичное. Пирожки выходят из него очень вкусные, пышные. И вот сейчас такое слегка липнущее тесто отправляю в чашу. Чашу смазала растительным маслом и оставляю на расстойку. Для того, чтобы тесто быстрее поднялось, его желательно отправить в теплое место. Пока поднимается тесто, приготовим начинку. 500 грамм творога 30% жирности отправляю в чашу. Добавляю 100 грамм размягченного сливочного масла. 2 желтка. Творог по вкусу солю.
Начинка готова. Дрожжевое тесто для пирожков готово. Оно получилось легкое, воздушное. Рабочую поверхность припыляю мукой. Выкладываю тесто. Тесто разминаю в пласт. Если хотите, чтобы пирожки получились маленькие, тогда разминайте потоньше. Если любите большие пирожки, тогда сильно разминать тесто в пласт не нужно. Для того, чтобы лепешка была равномерной, ее можно еще чуть-чуть раскатать скалкой. Вырезаю кружки. Каждый кусочек теста раскатываю. На середину раскатанной лепешки выкладываю творожную начинку и формирую пирожок. Вкус этих пирожков мне знаком с детства. Нам их очень часто пекла бабушка. Творожную начинку также можно сделать сладкой, но мне больше нравятся соленые. И бабушка, когда пекла эти пирожочки, она не добавляла ни в тесто, ни в начинку никаких приправ. Было очень-очень вкусно. Приправы и специи — это уже дело вкуса. Кому как нравится. Масло для жарки пирожков разогреваем на умеренной температуре. И для того, чтобы масло везде равномерно, хорошенько прогрелось, я его вот так вот с помощью деревянной палочки помешиваю. Если масло разогреть быстро, то пирожки сверху начнут очень быстро подрумяниваться, а внутри будут сырые. На моем канале уже есть несколько рецептов пирожков, и я все подробно рассказываю. Масло разогрелось, укладываю пирожочки. Пирожок ложу швом вниз. На одной стороне пирожочки прожарились, переворачиваю на другую. Тесто растет буквально на глазах. Посмотрите, какие они пушистые.
Первая партия пирожков готова. Печем следующие пирожки. И таким образом буду поступать также с другими кусочками теста, пока не перепеку все пирожочки. Пирожки готовы, удались они на славу. Сейчас вы в этом сами убедитесь. Пока пирожок горячий, он очень хрустящий. И как вот только пирожочки чуть-чуть полежат, они становятся мягенькие. Посмотрите. Мягкое воздушное тесто, много начинки. Это очень вкусные пирожки. Непременно попробуйте испечь. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.